бесятся и пытаются книги запрещать, тогда, ну ничего. Еще не вечер, и цыплят по осени считают, правильно? Дальше что у нас есть? Время еще есть? Есть. Следующий вопрос. Ну, тут вопрос, что такое темная, не энергия, а материя, которая имеет гравитацию и входит в состав этих 90%. Ну, это называют, почему ученые называли темной материей? Потому что они ее не видят, потому что в космос посмотрите, да, вот ночью. Обратите внимание, что вы видите? Звезды, и основном все чернота, правильно? Ну, они же не понимают, что чернота – это наши глаза не видят, поэтому там чернота. Но на самом деле все пространство заполнено материями, которые имеют цвет тоже. Просто из-за того, что они не видят, они назвали это 90% той материи, которая заполнена Вселенной, темная материя, dark matter, это черная, в принципе, это просто перевод, сделали темной материи. Dark matter – темная или черная материя. На самом деле это неправильно, но я в своих книгах называю это первичной материей. То есть, если вот кто читал, я писал об этом, первичной материи. Мне больше нравится первичная материя, потому что потом материи, они не черные. И очень самое смешное, когда некоторые путают, что типа Левашов написал, что генератор темной материи, значит, он черные дела делает. Хотя я там писал генератор псиполя или генератор темных материй, потому что то-то, то-то, то-то. Потому что этот генератор управляет именно потоками, именно так называемой первичной материи, я тоже писал об этом. Но об этом почему-то там написано, но это почему-то не обращать внимания. Обратили внимание, что я написал темной материи. Ага, значит, он черный маг и делает черные дела. Когда читаешь такие вещи, просто потрясающе. Но тем не менее. Поэтому черная материя – это условные названия, которые привели в физике. Иногда я привожу такое понятие для одной цели, чтобы люди не думали, что это первичная материя – это одно что-то, а темная материя – это совершенно другое. Потому что они обозвали то, что я называю первичной материей, только и всего. Просто называю просто для того, чтобы связка произошла, чтобы, вот смотрите, то, что называется так, на самом деле вот это есть вот это. И тогда, получается, у человека возникает мостик, который он понимает, о чем говорится, чтобы какая-то связь с реальным миром была более серьезной. А темной энергии вообще не существует. Я сам физик-теоретик, поверьте. И те теоретики, которые энергетисты называемые, энергия – это свойство материи. Понимаете? Это свойство. Она не существует. Энергия не существует отдельно от материи. Что такое? Они просто забыли, заигрались малость. Некоторые физики, теоретики очень любят играться, забывают, что за понятием стоят реальные вещи. Так вот, об энергии появляется, когда материя переходит из одного качественного состояния в другое. Вот мы сжигаем, допустим, топливо какое-то, и при этом вырабатывается энергия, которую мы заставляем работать, и так далее. Это термин, так же как скорость машины. Скорость машины не существует без машины. Вот скорость движется, машина движется с какой определенной скоростью. Это искусственный термин, введенный для анализа процесса происходящей материи. Так вот, черная энергия – это не является отдельным каким-то термином. И, во-первых, даже если мы говорим так, материя переходит с одного качественного состояния в другое, и так далее, даже черная материя переходит из состояния одного в другое, к примеру, да, и вот вырабатывается черная энергия. Понимаете, это неправильный термин, не существует. В принципе, могу сказать следующее. Черные и белые маги, понятие есть такое, знаете, да? Черные силы, светлые силы пользуются одними и теми же материями. То есть нет отдельных материй для черной магии и отдельной материи для белой магии, так называемой. Оно одно и то же. Важно не материя. Материя не может быть черной или белой по сути своей. А вот когда кто создает эту магию черную, вот такие программы он накладывает, и цели и задачи, которые ставит, вот от того, какие программы и задачи ставятся черным магом, вот от этого зависит, чем становится черной магией или белой магией. Это уже функции сознания того человека, который это творит. В одном случае положительно, может, в другом случае отрицательно. А материя не может быть ни черной, ни белой, она не имеет окраска в том понимании социальном, как мы это вкладываем. Вот и все. Следующее.